Приветствуем вас. Добрый день. Сегодняшняя тема нашего эфира будет сексуальная привязка. Также любовная магия. Узнай, что это такое. Да, как пользоваться, какие случаи бывают, в каких случаях надо пользоваться, что лучше сделать, стоит или не стоит делать, какие случаи бывают. Мы ждем ваших вопросов, с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы, расскажу немножко о специфике, о том, что нужно делать в тех или иных случаях, как делать и зачем. Значит, любовная магия – это не только приворот, возврат любимого, это в том числе сексуальное привлечение партнера, нахождение половинки и многое еще другое. В том числе часто любовной магией используется, это подразделение называется любовной магией. По факту в черной магии есть любовная магия, то есть в магии Вуду есть любовная магия. Это все, что касается любви, отношений с людьми. Значит, это какое? Часто бывает такое, что отцы, родители не хотят видеть нашу вторую половинку. Для этого тоже используется любовная магия. Значит, чаще всего первое, зачем приходят, это за возвратом любимого человека. Где-то 50% людей, которые приходят за возвратом с любимого человека, это люди от 28 до 55 лет. Ну, не секрет, любви все возрасты покорны, любят люди в любом возрасте. Просто осознать, что это действительно любовь, можно, как я считаю, да, возможно, я ошибаюсь, но приняв громадное количество людей, я понимаю, что осознать, любовь это или нет, можно не раньше, чем 26-27 лет. Вот. До этого это может быть влюбленность. Возможно, это любовь, но эти чувства могут пройти, расплыться и все. От них ничего не остаться. Поэтому в тех или иных случаях надо пользоваться совершенно разными подходами, чтобы получить желаемый результат. Часто очень много проблем, когда люди друг друга любят, а родители отказываются принимать, скажем так, зятя или, грубо говоря, жену, не любят, не хотят видеть. И часто это бывает очень большой проблемой для молодых пар, когда родители против отношений. Для этого также есть специальный заговор. Это тоже заговор любовной магии, когда делается так, чтобы отец или мать второй половинки вас полюбила. Так называемая привязка родственников. Люди начинают, скажем так, вас ценить, уважать и к вам нормально относиться. Вот. Любовной магией также считается сексуальная привязка. Это все относится к подразделу любовной магии. Просто привязка человека. Не приворот, привязка. Есть временная привязка там, на месяц, есть на год, есть на 5 лет. Временное желание видеть, любить, быть любимым, но это временно, это не называется приворотом, называется временная привязка. То есть в основном привязки делаются на какой-то вот интерес, моментальный интерес, и дальше все зависит, в принципе, от вас. Да? Сексуальная привязка, она делается, чтобы человек, например, только секса хотел с другим человеком. Всеми привязками, да, то есть все это зависит от той или иной ситуации, от того, что хочет получить в той или иной ситуации человек, почему, что и как. Вот. Добрый вечер, вот у нас. Расскажите про узду подробнее, она здесь действует на всю жизнь. Да, узда действует на всю жизнь, делается на партнера, в основном узду я делаю только на людей, которых находятся в браке или как минимум в отношениях не менее там, 7-8 лет.
потому что, ну, это делается на всю жизнь. То есть это по силе то же самое, что приворот. То есть человек не может найти другого партнера, не может заниматься любовью с другим партнером. Тем самым по факту вы привязываете себя к себе этого человека навсегда. Привязываете в сексуальном плане. Человек подсознательно понимает, что он не может спать с другими, мужчиной, то бишь, или женщина. У нее, даже если у нее не было чувств до этого, у нее появляются какие-то чувства сами по себе, потому что она не может сексуальных отношений иметь ни с кем другим. Вот. Какие у вас сейчас? Узда примерно делается, ну, от 7 до 12 дней. Все зависит от возраста партнера, от того, мужчина это или женщина. После того, как пройдет, после того, как я сделал работу, отправляется специальная кукла, очень маленькая, ну, она вот примерно вот такая. Значит, отправляется кукла, там всего человеку, ему надо будет 2 дня с этой куклой поговорить, и все, и кукла прячется в какое-нибудь место, чтобы никогда партнер не нашел. И дальше она уже по нарастающей вначале, то есть как она действует. Вот я сделал работу, пришла кукла. В течение 3-4 недель, предположим, ну, разберем мужчина и женщина, 3-4 недель после того, как пришла эта маленькая кукла, у мужчины постепенно, да, например, он имеет отношения с другими женщинами. У мужчины постепенно начинает переставать вставать, скажем так, ну, работает его мужской прибор. Значит, это какого? После того, как он... Это происходит не моментально, это происходит постепенно, в течение там, от месяца до 3 он все хуже и хуже встает на других женщин, то есть на центрального, ну, на того человека, тот человек, который заказал, на него все работает как часы. Он его хочет, он его любит, секс получается вообще без проблем, а на других партнеров постепенно у него становится не вставать, осечки происходят. И постепенно мужчина начинает загоняться, что у него что-то не получается. Ну, большинство, процентов 50, на кого я делал узду, они начинают пить через месяц 1,5 таблетки. Ну, типа Виагры, Сиалис, всякие такие. Естественно, таблетки дают временный какой-то эффект. Еще после этого проходит месяц. То есть постепенно по таблетке начинает помогать человеку. Но они все хуже и хуже помогают. И потом перестают таблетки. На 3-м месяце уже не помогает ничего, и у нее стоит только на жену, прекрасно стоит на жену или на партнера, который сделал, но не стоит ни на одну другую женщину. Тем самым психологически мужчина понимает, что он любит. Ну, не секрет, что много у мужчины завязано на сексе. Да, мужчина любит секс, чтобы его уважали, любили. А женщина любит головой ласку, нежность, заботу. Ну, это ни для кого не секрет. Значит, по факту, вот что происходит с мужчиной. По факту это, когда он начинает понимать, что у него стоит только на жену или на эту женщину, он вытесняет вообще желание с кем-то встречаться, общаться с женщиной. Ну и по факту это действует не хуже, чем сильный приворот, а иногда даже лучше. Вот. Женщины немножко все по-другому, так как женщины любят ушами, любят ухаживание, любят, нравится внимание. Вот. У них немножко по-другому работает. То есть делается тот же самый заговор. И там ближайшие, то есть у женщины, то есть вот я делаю на женщину, делается работа от 14 до 20 дней. Вот этот заговор делается от 14, изначально делается дольше. И стоит эта работа дороже. Вот, значит, на самом деле, после того, как эта работа будет сделана,
женщине будет просто тяжело, как же объяснить это проще? Во-первых, ей будет тяжело начинать сексуально, то есть ей будет хорошо общаться, ей будет прекрасно общаться, но когда она будет доходить до интима, ей будет больно, когда в ней будет пытаться войти мужчина, ей будет очень больно становиться и тошнить. И с каждой неделей, когда она будет пытаться изменить, это будет нарастающий эффект, ей будет все больнее и больнее, а с мужем или с мужчиной, который сделал, ей будет прекрасно, никаких проблем она от этого не будет ощущать. То же самое, если, грубо говоря, окончательный эффект с женщиной 4-5 месяцев. То есть в течение 4-5 месяцев это окончательный результат от узды, после того, как она ни с кем не сможет спать. Но вопрос в том, что женщина любит головой. Если мужчина, который это сделал, да, ну, опять же, женщине чего-то не хватало, раз она начала загуливать. Ну, есть, конечно, такие женщины, которым, как и мужчинам, нужно просто много секса, поэтому у них очень много партнеров, даже с мужем или с кем-то другим. Но в основном женщины гуляют от недостатка внимания, любви, тепла, ласки или из-за того, что мало за ними ухаживают. Если мужчина, вот, сделавший узду, параллельно что-то не изменит в своей жизни, то это не гарантирует, что у нее появится много секса. У нее перестанут быть партнеры, но это не означает, что у них наладится внутри в доме. Если мужчина что-то не исправит в семейной ситуации, либо не сделает переворот, то навряд ли что-то поменяется, кроме того, что она ни с кем не сможет спать. То есть женщина прежде всего любит головой и ушами, вот, и отношениями. Значит, тут вопросы пришли. При привороте тоже так происходит. Работает ли все это? Значит, при привороте, приворот узда это совершенно разные вещи. Совершенно. Узда это делается только на одно. Только на сексуальную возможность иметь партнера другого. При привороте мы не зажимаем ничего в сексуальном плане. Мы делаем так, чтобы человек сильно любил. В отношении мужчины, значит, одно, в отношении женщины другое. То есть у мужчины, когда делается приворот, он не может спать, он постоянно думает о женщине, он постоянно ее ревнует, хочет рядом с ней быть, хочет проводить максимально с ней время, максимально заниматься с ней любовью, если приворожить мужчину. Если приворожить женщину, она просто грезит этим партнером, грезит мужчиной, хочет опять же с ним быть, хочет чувствовать его рядом. Я всем повторяю, да, что приворот и узда – это разные вещи. Узда – это сексуальная, только сексуальная привязка. Это не делается любовь, как вы понимаете, а делается сексуальная привязка – это одно, приворот – это совсем другое. Приворот – это чувство, сексуальная привязка – это чтобы мужчина, сексуальная узда, чтобы мужчина или женщина не могли спать с другими партнерами. Всем понятно все? При привороте прежде всего происходит у человека сильное чувство любви. Он не может без человека жить, дышать, ему хочется быть с ним рядом. Помимо всего этого, потихоньку сужаются те обиды, которые происходили до этого, и мужчина, и женщина потихоньку забывают эти обиды. Если мы делаем приворот, то у женщины и мужчин, например, накопились обиды, почему они разошлись, да? Ну, то есть постепенно, при привороте, постепенно эти обиды сужаются, люди постепенно забывают, они понимают, что им тяжело без этого человека, они постепенно вытесняют эти обиды, им плохо спится, они не хотят без этого человека жить, им тяжело просто. Им плохо представляется вообще жизнь без этого человека. Вот что такое приворот. Приворот – это сильная привязка, сильное желание быть человеком, сильное желание быть любимым именно этим человеком. Вот что такое приворот. При привороте бывают измены.
обычно при привороте никогда не уходит от партнера, но измены это все зависит от активности мужчины или активности женщины. Если, извиняюсь, женщина не проститутка, а мужчина не Кабель. кабель, да, грубо говоря, то изменять они не будут. Ну, это не в их природе. Если мужчина кабель сам по себе, он будет любить и может параллельно загуливать. Вы все прекрасно понимаете, что жена у меня одна, как мужчины некоторые говорят, а люблю я только свою жену, а вот сплю я с другими. Так же и, в принципе, есть женщины. Я люблю своего мужа, очень сильно люблю, но мне его недостаточно, поэтому я сплю с другими мужчинами. Такие женщины и мужчины, к сожалению, в нашем мире есть. Их немного, там, процентов 5-10, но они все-таки есть. Вот для этого и есть сексуальная привязка. Какой срок давности имеет значение расставания? Какой срок возвращения, например, женщин? Какой срок давности имеет значение расставания? Значит, смотрите, все очень зависит от того, как давно, если вы были долгое время в отношениях, 4-5 лет, 6 лет, если вы не расстались так, что вы друг друга чуть ли не готовы убить, то срок давности можно там до года, это нормально, это возможно, вернуть человека. Вот. Значит, срок возвращения женщин, все опять же зависит от ситуации, от характера женщины, от характера в том числе и мужчины. Да? Если сильный характер, то есть минимальный срок после того, как вы получаете куку, от 2-3 недель, максимальный срок до там, 5-6 месяцев. Если мужчина не бил свою женщину, если и также женщина, если бы не поднимала руку на мужчин. Такое, к сожалению, тоже в нашем мире сейчас бывает, что женщины сейчас поднимают, к сожалению, на своих мужчин руки. Вот какие, Эдуард, еще у вас вопросы? Ну, также надо уточнить еще такой момент, что секс бывает разный. Женщина может заниматься как классическим сексом, так и, допустим, анальным сексом. Да? И здесь надо понимать, какую узду надо делать. Правильно? Да, все То правильно. есть здесь нужно это тоже учитывать. В каждой ситуации вот у нас появился Starbucks. А как надо разговаривать с кукой ночью и днем, и что ей надо говорить? Значит, с кукой надо разговаривать в основном в ночное время. Это примерно с 10 часов вечера до 2 часов ночи. Я всегда смотрю, зависит все от графика человека, да, от графика человека, который будет разговаривать, потому что некоторые в ночь работают, некоторые просто не могут в это время делать. То есть, ну вот, в основном с 10 часов вечера до 2 часов ночи. Значит, разговаривать с куклой. Как это надо делать? Это вы просто-напросто разговариваете как с любимым по имени, обращаетесь, разговариваете как с любимым человеком. Говорите, я тебя люблю, там, я хочу, чтобы ты сделал это. И либо просто общение, там, обращаясь к ней, да, по 15 минут в день. 15-20 минут в день на протяжении 2-3 недель где-то вам надо будет разговаривать. Так, достаточно все очень просто. Я сейчас, наверное, не смогу принести прям куклу сейчас сюда. Вот вы еще один человек, да, я хотел это спросить. Просто берете куклу в руки, называете по имени своего любимого человека и разговариваете о чем хотите. Да, в куклу вселяется реально дух мертвого человека. Это правда. Какие еще у вас вопросы? Эдуард, я вас слушаю. Есть еще у кого-нибудь? Значит, сразу вам объясню, да, в каждой ситуации, в любовной магии делается все по-разному. То есть заговоров, приворотов более 100. Вуду. Это только
Сантерии, в Паламонте более 200, в черной магии в районе 300. То есть в каждом, то есть задача мастера в каждом случае подобрать правильный заговор и правильную работу. У вас проблем никаких не будет с духом, он вселяется в куку, и частично человека. Никаких проблем не будет, вам тяжело объяснить всю технику происходящего. Вас это лично никак не касается, и женщину никак. Он только дает те установки, которые нам нужны. Вот и все. Проблем никаких не будет. Изначально, когда человек получает, там, процентов у 50 моих клиентов, которые получают куку, бывают галлюцинации первую неделю, небольшие, видят некоторые вещи, которые потусторонние, которые за гранью реальности, да, но они проходят через неделю, через две. Ни разу за мои 20 лет никому это не вызывало никаких проблем, нареканий. Вот. Ничего страшного такого, чтобы с вами происходило, нет, не будет ничего такого. Так что за это можете не беспокоиться. Вопрос в том, что я еще раз повторяю, да, если вы любите человека, если вы хотите быть с ним, если вы уверены, что это ваша жизнь, это ваша любовь, то тогда стоит за него бороться. Если вы не любите человека, если вы просто хотите отомстить, что тут? Ну, это не в этом. Ага. Если вы хотите просто отомстить, то лучше не надо делать. Или сделать что-то другое, что-то простое, легкое, что можно закончить. И ни для вас, ни для человека не будет последствий. Какие еще? Также можно рассмотреть однополые пары. То есть сексуальная привязка, она выполняется как классическим парам, так и однополым парам. Угу. Достаточно часто ко мне приходят люди нетрадиционной ориентации. Вот у нас вопрос пришел. Да, дух вселяется в куклу и в партнера, дабы разжигать любовь. Грубо говоря, Эдуард, вы правы. Да, вот я зачитаю. Этот дух вселяется на партнера, вопрос. А через сколько по времени после вашей работы приворот начинает действовать, например, на девушку? Значит, смотрите, все зависит от ситуации, от того, какие у вас отношения, что произошло, что вы хотите получить. Вот аккаунт Starbucks, да, расскажите поподробнее, что за ситуация, я просто не очень помню, вы уже нам писали. То есть все зависит от той или иной ситуации. Минимально это 7-10 дней работы, значит, плюс 2-3 недели на результат. То есть, ну вот считайте, где-то месяц-полтора результат. Вообще первые результаты, когда человек получает первые какие-то результаты, то есть вы можете почувствовать, увидеть, когда клиент получит куклу на руки и начнет разговаривать. Бывает такое, что после того, как клиент получает куклу, результат происходит через неделю. Не часто, 20% случаев. Бывает в первую неделю после того, как клиент получил куклу, человек получает результат. Это люди со слабой энергетикой, со слабым, скажем так, со слабым выраженным «я». И не очень сильные, они очень быстро реагируют. Чем сильнее человек внутренний, тем дольше идет. Потому что мы ломаем человека, и он делает то, что не хотелось бы ему делать. Большинство же как? У них гордость превыше всего. Сейчас большинство женщин и мужчин, они очень гордые люди, и поэтому это происходит. В основном это месяц от полутора до 2,5 месяцев. Примерно это вот средние сроки по больнице, скажем так. Средняя температура. Да. Ждешь результата, а она нашла уже другого. Такого не будет. Ждешь результата, она нашла другого.
Значит, такого обычно не бывает. Когда я берусь, я смотрю, есть там другой или нет. Значит, ну, за там месяц, полтора-два другого не найдешь. Более того, через 2 недели, ну, грубо говоря, вы получаете уже примерно куку. И она уже, ей уже начинает сниться все, что вы говорите кукле, уже ей начинает сниться, уже по факту идет внушение. Поэтому какие-либо отношения невозможны, в принципе. Поэтому, ну, такое у меня за всю практику было один раз, и то это во время коронавируса такая ситуация получилась из-за того, что произошла задержка в доставке. Наша почта работала очень тяжело в начале коронавируса, и у нас произошла задержка в доставке посылки почти в 2 месяца. За это время, к сожалению, жена успела узнать, что соперница что-то делает, и успела обратиться к другому шаману. И, ну да, мы там боролись, но в итоге мы все равно выиграли. То есть это просто удлинило время. Ну, это было один раз, и то здесь было не я был виноват в этом, а был виновата, к сожалению, курьерская доставка. И такое было всего один раз. Вот, ну что, ждешь результата? Не нашла другого, скажем так, что жена умудрилась в это время что-то еще сверху сделать, и нам пришлось дольше ждать результата намного. Какие еще есть вопросы? Я смотрю, у нас сегодня люди очень активные. Значит, я забыл, да, мы начинали про однополые отношения, да. Значит, однополые отношения, грубо говоря, я занимаюсь уже очень давно ими. Я людей, которые, ну, однополые браки, однополые отношения считают такими же людьми, как мы с вами. Любовь бывает разная, совершенно разная. Я не делю людей на национальный признак, на то, как они спят с людьми. Это их личное дело, меня это никак не касается. Мое дело помочь человеку и сделать все, чтобы ему было хорошо. Вот. Значит, в данном случае очень часто в последнее время, очень часто ко мне приходят лесбиянки. Почти, скажем так, каждый третий клиент это лесбиянки или гомосексуалисты, как правильно сказать, да. Я им помогаю уже очень давно. Такие же люди. Сложность нетрадиционных отношений и работы с нетрадиционными отношениями. То есть эта работа гораздо сложнее, она дороже, она дольше делается, и с ней тяжелее гораздо работать. В принципе, это, ну, как бы до этого... вот тут пришел вопрос, сколько примерно дней доставка Краснодар. Значит, у нас доставка сейчас недолгая, да. Вот это единственный раз была такая длинная доставка. Не из-за меня. Мы доставляем курьерской... Значит, мы доставляем курьерской службой из рук в руки. Поэтому, ну, курьерская доставка стоит достаточно дорого, в районе там 3000, то есть они из рук у нас принимают и в руки отдают. То есть вот это был случай, потому что только из-за коронавируса, потому что все позакрывалось, и вот они не доставили, они держали посылку очень долго. Кстати, после этого они отдали деньги за эту посылку. Посылку доставили, но... Так, примерно, если вы начинаете, партнер сразу чувствует это. Значит, партнер что-то чувствует, когда я начинаю работать, но в основном он начинает получать, то есть какой-то результат начинается только тогда, когда вы получаете куку. То есть он что-то чувствует, он чувствует беспокойство, ему что-то снится непонятное, да, его тянет, но как таковое, какие-то результаты
или чего-то раньше того, что вы получите куку, не будет. Какие еще вопросы? Вот сегодня, например, это какого? У меня, то есть, я не принимаю много клиентов, я принимаю там одного клиента в день, беру, то есть, чтобы не больше 30 клиентов в месяц, это максимум мой, чтобы я мог всем помочь, со всеми поговорить, всеми конкретно заняться, вот. Поэтому я еще выбираю, с кем я работаю, с кем я не работаю, нравится мне человек, нравится мне эта ситуация или нет, морально я готов помогать этому человеку или нет. Естественно, люди, которые издеваются над другими людьми, я уже не беру. Хотя такие часто приходят ко мне, которые пытаются воспользоваться моей работой для того, чтобы заработать много денег с помощью любви. Одно дело, когда ко мне, то есть это не секрет, да, я занимаюсь магией, бизнес-магией, то есть заговор на деньги, заговор на удачу, значит, опять же, у меня есть заговор на тот или иной договор можно сделать, помочь в той или иной ситуации, решить какие-то вопросы в суде, на решение в суде и так далее. Но если люди пытаются любовью решить свои личные насущные проблемы финансовые, то я стараюсь этого избегать в последнее время. Так как они творят, не думают, что творят. К сожалению, наши люди нынче только за деньги волнуют любовь. На любовь они плюют. Большинство. Когда деньги, почему-то деньги сейчас превыше любви стали у многих людей. Так, например, если вы работаете, начнете, партнер сразу чувствует это. Так, это я уже ответил. А оплата на заказчика? Оплата доставки. Да, оплата доставки, естественно, оплачивает доставку заказчик. С чего я должен оплачивать доставку? То есть доставка с курьерской службы ЕМС, Вестпост, DHL. Мы в основном работаем с несколькими курьерскими службами, так как некоторые вещи, которые, не очень любят, то есть воск, часть куку – это воск. Воск, к сожалению, нельзя отправлять. Опять же, многие курьерские службы, когда видят, что доставляют, у них глаза на выкате, поэтому мы работаем там с несколькими курьерскими службами, которые несколько вопросов не задают, берут у меня из рук и лично дают клиенту в руки. Начали сегодня. Что произошло? Что интересного расскажете? Что начали, Эдуард Ам? Что произошло интересного? Что интересного расскажу? Что за целый день у меня произошло? Поподробнее. Вы напишите от начала до конца. Какой у вас вопрос? Я так понимаю, Эдуард – это клиент, который к нам обратился. Если я не... Значит, может, я ошибаюсь, может, нет. Значит, Эдуард, мы только сегодня начали работать. Вы завтра получите видео, что и как и почему. Вам же все это сказали. В прямом эфире давайте не открывать друг друга. Вы же прекрасно понимаете. Да, все. Тогда просто объясните вопрос. Начали сегодня. Что произошло интересного, что интересно рассказать? Поподробнее объясните, о чем идет речь. Я просто не очень, Эдуард, я не очень понял суть вопроса. Ладно, значит, большинство людей спрашивают, вот мне часто звонят и спрашивают, почему это как вы не можете предоставить, вот ваши конкуренты за 7 дней все делают, за 3-5 тысяч,
и завтра, чуть ли не завтра обещают результат. Почему почему вы обманываете, почему нам полтора-два месяца? Я говорю, ну, вот вы идите, обращайтесь к этим людям. Ну, еще раз объясню, это работа, это не просто поводить свечкой, и, ну, как бы, и поводить свечкой, поделать вид, что ты что-то сделал, а на самом деле ничего не сделал, никак не помог человеку. Взял денег только и вообще навешал. Это реальная работа. То есть вот сегодня я, например, еду на кладбище делать работу. Также у меня сегодня 2 работы я должен сделать. Сегодня я на кладбище поеду, сделаю работу. Это вы увидите в эфире. Клиент, с которым я поеду, согласился записать без его, скажем, без того, чтобы видно было его, он согласился записать это видео. Без лица. Без лица. Лицо будет скрыто. Да, лицо будет скрыто. А вторая работа, у меня заказали, опять же, работу. Интересный человек, как мне кажется. Тоже я сегодня буду делать. Эту работу я, к сожалению, не могу выложить, так как у меня нет разрешения на выкладывание. А там вся информация только предоставляется только с разрешения правообладателя. Правообладатель – это заказчик. Вот, так что конфиденциальность, то есть это самое главное в моей работе. Значит, вам будет очень интересно, завтра я выложу видео, как я отработал на кладбище сегодня ночью. Очень интересно и вам очень, я думаю, понравится. В данном случае я буду делать отворот. То есть ситуация такова, что одна женщина встречается с мужчиной уже больше 5 лет, у него есть жена, ребенок, но у них жена постоянно борется за своего мужа, естественно, да, но вот эта женщина хочет поучить этого мужчину. В данном случае я буду делать отворот, но она захотела это, отворот от жены, очень сильный на кладбище, ставит защиту на все воздействия и делает сильный приворот через кладбище. Вот. Весь этот обряд я запишу и выложу завтра, скорее всего. Подготовишь? Ну, скорее всего, да. Вот. У нас появился вопрос. Вы начали что-то рассказывать и тему перевели. Просто реальная работа интересная. Хотели услышать. Ага. Я просто, наверное... Заговорился и Да, забыл про что, да, хотел сказать. Значит... Ну, сейчас мы к этому вернемся и расскажем. Да. Вы знаете Татьяну Московскую? Я первый раз в жизни слышу, кто она такая, расскажите мне, пожалуйста. Первый раз в жизни слышу, чем она занимается, откуда она вообще взялась и почему я должен о ней слышать. И почему она московская. Она из Москвы или что? Или у нее фамилия московская? Вот. Ну, по поводу работы. Значит, сегодня будут выполнены несколько работ. Записано, смонтировано. Можете смотреть их, начиная там, с завтрашнего дня уже будет материал. Также выполнялось лечение одного из друзей, близких Георгия. И эта работа тоже была записана. Тот человек будет рассказывать вживую. То есть он свое лицо скрывать не будет. Значит, чтобы вы понимали, все, что я говорю, то есть вся информация, все люди, которые ко мне, все это полностью конфиденциально. Спасибо большое за то, что... Да, интересные люди, молодцы. Спасибо большое, очень приятно слышать. Надеюсь, я что-то дам этому миру, покажу, что такое реальное, а что такое нереальное, да? Ну, как бы, все, что с приставкой завтра будет сделано, только заплати любую цену, это нереально. Все, что там, где реально, человек реально думает, реально смотрит, реально думает, как сделать работу, и не может принять громадное количество людей по принципу. То есть в реале я больше 30 человек, то есть это самое большое, что я могу принять в месяц. 30 человек – это самое большое количество, то есть мне нужны же выходные еще. То есть я и так работаю, грубо говоря, у меня там воскресенье выходной.
Эта фамилия, она якобы белый маг, занимается белой магией. Дорогие зрители, кто из вас может мне объяснить, что такое белая магия? Я под белой магией подразумеваю всего одно действие, одно единственное – это лечение людей. Вот это Целительство. целительство, вот это называется белой магией. Все, что ты делаешь против воли человека, не может называться белой магией. Любое действие не может быть белой магией. Значит, многие спрашивают, влияет ли узда, вот мне пришел, влияет ли узда на здоровье человека, не станет мужчина импотентом вообще? Нет, он не будет импотентом, более того, он всю сексуальную энергию будет расходовать не на других женщин, а на вас. Наоборот, он более сильный будет по отношению к вам. Также женщина, она будет всю сексуальную... Если вы найдете ключик к ней, да, то есть, ну, как бы, то она будет всю энергию сексуальную расходовать на вас. Вот и все. Как-нибудь обратимся за реальность попробовать. В основном везде лохотроны. Факт. Очень много обмана. Вот. Сразу, кто обещает вам стопроцентную гарантию, кто вам обещает моментальный результат, это невозможно. Стопроцентную гарантию никто не может дать. Единственное, что человек может дать, это работать один раз, взять деньги и работать до результата. И довести работу до результата. Вот и все. Значит, какие еще будут вопросы? Ну, вот по поводу вот этого вопроса, что не станет ли мужчина или женщина там импотентом и так далее, я бы хотел еще уточнить, то, что каждый человек, он в сексуальном плане, практически каждый человек, он не раскрыт полностью. И тут зависит от партнера, с которым он строит свою жизнь. Если они нашли вот это взаимопонимание, то тогда у них все будет в постели отлично. А если они каким-то образом не смогли найти общий язык, то у них и происходит и закрытость друг от друга, и какие-то недомолвки и так далее и тому подобное. Правильно? Да, правильно. Поэтому здесь нету плохих женщин, плохих мужчин. Просто нужно понимать, что ему нужно или что ей нужно. Вот. Надо как-то общаться. И на эти темы в том числе. Многие у меня спрашивают, еще раз повторюсь, спрашивают у меня, что как мне найти партнера, вот мне там 30 или 40 лет, а мне все не получается с мужчинами или с женщинами. Вы обращаетесь, в каждом отдельном случае есть совершенно разные заговоры, да, есть заговор на привлечение женщин, заговор на привлечение сексуального партнера, есть заговор на привлечение именно мужа или жены. То есть это все разные заговоры, они делаются в разных ситуациях. Многие там в 30-40 не находят своего партнера и ищут. То есть реально мы любим не так часто. Настоящая любовь одна или две за всю нашу жизнь. Стоит, конечно же, всегда бороться за свои чувства. Но если вы их не нашли, есть вариант их найти. Есть еще какие-то вопросы? Я вас слушаю. Значит, Эдуард, вот у меня тут пришел вопрос, есть вообще белая магия? Белая магия, я вам просто объясню, это лечение, это снятие порчи, не более того, снятие воздействия. Вот что такое белая магия как таковая. Все остальное, все, что делается против воли человека, не может по сути называться белой магией. То есть, когда я лечу людей, когда я реально лечу, причем я реально лечу, помогаю людям, когда я снимаю порчи, когда я восстанавливаю людей, вот это белая магия. Когда я делаю все, чтобы человеку стало лучше. Вот это и есть белая магия, это можно назвать подразделением белой магии. Все остальное, все, что ты делаешь против воли человека, не может называться белой магией.
как бы кто этого не хотел назвать, для того, чтобы люди чего-то там не боялись, но это не, ну, как бы, это не белая магия. Никакой приворот не может быть белым. Никакая заговор на деньги, никакая узда, ни на привлечение партнера. Это не может быть белой магией. Ты делаешь против воли человека. Ну, ту или иную вещь. Спасибо. Значит, какие еще есть вопросы, ребята? Ну, Очень приятно за хорошие комментарии. Я честно вам говорю, что вот мой друг предложил вот этот вариант общения с людьми через видео. Я не умею общаться через видео. Для меня это ну, что-то такое, что перейти себя, да, ну, как бы, я, более того, у меня, если посмотреть мои инстаграмы, то есть видно, я особо не разговариваю, я просто делаю свое дело, которое умею, да, умею лечить людей, умею помогать людям, ну, я говорю молча, делаю молча свое дело, просто помогаю людям, я не очень умею разговаривать, и ваше общение со мной, ваши похвалы дают мне возможность больше открыться с вами, и более честно с вами разговаривать, рассказать какие-то интересные вещи. Естественно, я задумываюсь, пытаюсь что-то случайно не сказать, где-то случайно не открыть чью-то тайну, ну, высказать как-то так, чтобы... То есть вся информация, которая у меня, она во мне. И я не имею права ничего рассказывать без разрешения человека. Это вся информация, которую я делаю, это полностью конфиденциально. Ни один человек не хочет, чтобы его секреты вылезли наружу. Поэтому я, естественно, думаю, о чем говорю, поэтому задумываюсь. И иногда какие-то вещи пытаюсь обтекаемо рассказать. Но я научусь нормально разговаривать, и думаю, вам будет очень интересно. Вот. Какие у вас еще есть вопросы? Значит, еще раз, занимаюсь магией я почти с 16-17 лет. Все это время я всегда принимал людей, всегда им помогал. С детства я занимался языческой магией. Вуду магию я изучал на Кубе, в Гаити, в Доминикане. Также это как в Мексике. В разные направления, разное понимание. В том числе и периодически привожу сюда моих друзей, моего учителя из Кубы, который тоже приезжает и принимает здесь в России людей. К сожалению, на постоянной основе я не могу его сюда привозить. И сейчас в этом году я тоже его не смог привезти из-за коронавируса в том числе. Какие еще есть у вас вопросы? Задавайте, я с удовольствием вам отвечу. ну, также, наверное, стоит говорить о том, что работа выполняется не только в России или на этом материке, она выполняется, по сути, здесь и действует в любой точке земного шара. То есть человек может находиться в Турции, может находиться в Америке, может находиться в Канаде. Вот. И поэтому в каждом отдельном случае просто есть определенные корректировки, которые Георгий делает. Да. Поправка на расстояние, скажем так. Вот. И по большей части это не имеет никакого значения, где находится один и где находится другой. Больше зависит от того, какова сама ситуация. То есть ситуация бывает разная, когда заказчик в то же время... Ну, в чем плюс еще Георгия, то, что он может увидеть ситуацию такой, какая она на самом деле есть, а не такая, о которой рассказывает тот же самый заказчик. Да. Потому что заказчик очень часто говорит свою что точку думает. зрения, либо измененную информацию, то есть он знает правду, но хочет ее назвать по-другому. Ну, ему даже произнести правду сложно. Или он хочет проверить, или не хочет говорить об этом. Соответственно, в этом-то и плюс, то, что Георгий может посмотреть, как это на самом деле, исходя из этого уже говорить, может он
оказать какое-то воздействие на этого конкретного человека, или не может, или будет вообще смысл этой работы или нет. Потому что многие люди, которые занимаются самопиаром и так далее, сбором денег там, на различные услуги и прочее, они ведут себя очень интересно. Мы, когда общаемся там с клиентами, они рассказывают много всяческих интересных историй, каким образом запудрили им голову и, соответственно, что им обещали и в какие сроки. Ну, и не было бы так, было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Потому что многие люди, даже когда им говорят то, что вы сейчас начните жизнь заново, или продолжайте ее в том же духе, как вы жили до этого, но просто оставьте человека в покое и идите дальше, да, когда нет навязывания какой-то услуги, а наоборот, ты отговариваешь человека, говоришь, что если ты не можешь, допустим, себе позволить такую работу заказать, потому что это дорогая услуга, и не каждый может потратить такие деньги на это. Вот. И человек просто ищет другого, который согласится, ищет того, кто поставит меньший срок, поставит меньшую стоимость за эту Тут услугу. пришел вопрос, вас приглашали в битву экстрасенсов, Эдуард задал. Я не буду обсуждать. Да, меня приглашали не один раз. И я отказался, не буду обсуждать. К сожалению, есть, скажем так, вещи, которые я не очень хочу обсуждать. Для меня это шоу, прежде всего, а не битва людей, которые что-то умеют. Поэтому я каждый раз отказывался. Да, меня приглашали раза 3 или 4, а то и 5 раз. Более того, я даже думал поехать в свое время. Первый раз, это когда еще был молодой, достаточно давно, лет 6 назад, может быть. Вот. Но тогда, к сожалению, жена была против, моя тогдашняя жена была против того, чтобы я туда поехал. Потом я понял концепцию работы и решил не ехать туда. И на следующее приглашение я каждый раз отказывался. Поэтому да, меня приглашали много раз. Значит, на этом эфир мы наш заканчиваем. Было приятно с вами встретиться вновь. В следующий раз мы поговорим с вами о заговоре на деньги, заговор на удачу, о том, как он делается, как он выглядит, что люди получают в результате, и в каких случаях он делается, сколько времени он длится и как он делается. Всего хорошего. До свидания. Увидимся. Всего хорошего. Всем пока. Угу.